Я считаю, что в Дагестане, не знаю, лучшие тренировки во всем мире, можно сказать. Тут есть море, горы, не знаю, что еще есть. Воздух чистый. У меня здесь родственников очень много, они помогают морально. Это очень важно для тренировочного процесса. Начинал-то я с бокса. База бокса у меня получается, там, где мы жили. Секция бокса только была. Занимался, выступал, но что-то, я не знаю, что-то не шло у меня. Не из-за того, что я там не тренировался, я не знаю, с чем это связано, но не получалось. И тут я начал натыкаться на видеоролики, на голые кулаки. Это в Инстаграме отрывки вижу. Зашел на YouTube-канал Top Dog, посмотрел бои, посмотрел свою весовую категорию. Я понял, что в этой весовой, в 64, я могу всех выиграть. Я думаю, что у меня это получится. Что там думаю, я уверен в этом. С 5 класса перешел на бокс, начал тренироваться, ездить по соревнованиям, выступать. В 18 лет выполнил мастера спорта, в 19 перешел по профессионалам, провел 3 боя по профессионалам. Я сначала посмотрел бой пулеметчика и моряка, и, честно сказать, я никогда не подумал бы, что я окажусь там и буду драться на кулаках. Сейчас это набирает обороты, много просмотров. Тут можно показать себя, заявить о себе громко и потом уже дальше выступать по боксу, также продолжить свою профессиональную карьеру. Зарабатывать большие гонорары, выступать на больших аренах, большие контракты. Я думаю, у любого боксера только это ради этого он и тренируется, и трудится каждый день. Вот в Телеграм же нужно было отправлять заявки, а я об этом не знал. Я чисто атаковал директ регбиста, отмечал его в историях, где я боксирую, где я спаррингуюсь. Последняя история, на которую мне регбист ответил, я там написал: вот этим ударом я буду сносить твоих бойцов. Выставил историю, пошел на тренировку, дошел до тренировки, переоделся, уже начинаю тренироваться, и тут у меня смс приходит. Смотрю, питбуль. Думаю, да нет. Зашел, смотрю, реально он. И в этот же день я тренеру сказал об этом, что вот я хочу на голые кулаки, так и так. Тренер поддержал, сказал, если есть желание, то, конечно, давай. Я только за. Отец не давал добро, потому что, говорит, это не то, говорит, где я тебя вижу. Изначально, когда я ему сказал, что я вот хочу по кулачке выступить, он был против, говорит, нет, нет, нет. И каждый день я убеждал его, что я пару боев проведу и все, больше не буду задерживаться там. И вот, когда даже 2 боя провел, он до сих пор против, он говорит, я не хочу, чтобы ты там дрался. Я говорю, вот, еще 2 боя проведу и все, закончу на этом. Мать категорически против, она вообще не смотрит мои бои, очень сильно переживает. Родители об этом не знают, надеюсь, они это не увидят. Приходилось на улице много драться, там, где я живу, не знаю, там обычно, Новочеркасске, город такой криминальный. И, скорее всего, из-за этого мне на голых кулаках очень легко. Ну, мне так кажется.
что для меня это ближе, чем бокс. Я разминался в раздевалке, и в моменте первая пара подралась, и они заходят в раздевалку, у него лицо полностью разбито, там несколько сечек. И когда я увидел его лицо, я думаю, неужели сейчас я выйду, и со мной то же самое будет. Голые кулаки есть голые кулаки. По профессионалу я был намного спокойнее, расслабленнее, я знал, куда я иду, я знал, что меня ждет. А тут по кулачке сложнее настроиться. Атмосфера такая, что я не знаю, как ее описать. Ну, прям, я не знаю, все четко. Но мне сильно понравилось. Эмоции прям зашкаливали. Все на середину. Третий раунд. 5, 5. Мне изначально Топ-Дог понравился, потому что тут спортивная организация, где серьезные ребята без всякого там шоу, не шоу. Ты приходишь тут, соревнуешься, показываешь себя. До сих пор даже еще не перестроился под кулачку. Мне до сих пор это кажется чуть потяжелее, чем бокс. Чуть неудобно. Я думаю, надо еще пару-тройку боев провести, чтобы адаптироваться полностью. Дистанция другая, там одно попадание может решить все. Много сечек бывает, травмоопасный вид спорта очень. Ломаются кости, лица. После второго боя я уже понял то, что меня затянуло, мне это уже нравится драться тут. И моя цель сейчас дойти до перстня, забрать перстень, дальше уже будет видно. Вот многие думают, что это лаки панч, а этот удар, мы вот до выхода, мы со своей командой этот удар отрабатывали, минут 20 минимум. Этот удар мне показал мой брат Амин. Кстати, тоже скоро будет выступать в Топ-Доге. Он сказал, что этот удар пройдет против всех, особенно против профессионального боксера. Вот я сильно удивился. Вот когда он упал, я думал, все, не встанет. Я про себя думал, все отлично. Смотрю, встает так легко, как будто и удар не пропустил. Еще и волосы поправлял. Стоп! Вот так! Вот так! Давай! Гази для меня он удобный соперник. Он идет вперед, а с такими мне удобно боксировать. Не скажу, что он плохой не может быть на первом рейтинге в этой весовой. Но я уверен, что я выиграю, что я выше его по голым кулакам. Сомнений ноль, что я выиграю. Были бы у меня сомнения, я бы не выходил бы дальше на этот бой. Перстень скоро тут будет. Вот. Они готовы для перстня. Отношение у меня как к обычному сопернику выйти и сделать свое дело. Гази очень такой хороший, шустрый парень, что мы покажем красивый, грамотный, главный, честный бой. Пусть победит сильнейший. Первый раунд. Когда в 64 я возьму перстень, а я его возьму, я думаю подняться в 70 и там уже тоже взять перстень. Ну, уже посмотрим, как здоровье покажет себя. — 25 числа будет очень жарко, потому что вас ждет очень хорошее противостояние.
С детства не ставил каких-то высоких целей и мечтал стать официантом обычно. Меня в 9 классе учитель, мой классный руководитель, отвел к психологу и сказал, что это ненормально хотеть быть официантом и нужно себе ставить какие-то высокие цели. Я задумался, но не поменял вектор и стал поваром, хорошим, успешным поваром. В общем, я люблю очень вкусно покушать и приготовить. Сейчас полноценно перешел в тренерскую деятельность, потому что, чтобы тренироваться и показывать хороший результат, с кухней очень тяжело совмещать. Я шел мимо школьного спортзала и в окне увидел, как там мой физрук, то ли он спарринговался, то ли держал лапы моему однокласснику. То есть он его там полноценно тренировал. В Мещовске на тот момент, это было сколько там, лет 15 назад, вообще, наверное, про спорт, про бокс, вот я даже не то, что не видел, не слышал ни разу. Когда я увидел, я просто охренел. На следующий день меня привела мама на секцию, она разузнала, там, секция оказалась платная. Брат у меня еще был тот проходимец. Я, ходил, тренировался полгода где-то. Вот. Алексеевич мне, мой тренер, говорит, Коль, надо оплачивать. Я как ребенок, он, финансовые такие вопросы особо мне не говорил. Говорит, где твой брат там? Он за тренировки вы должны платить. По итогу я полгода потренировался, ничего не заплатил. Понимал что надо платить, а платить нечем. Как-то мне было стыдно, и я не ходил, остальные полгода. В бокс пришел из-за того, что очень выпивал, маму бил, я принял решение, надо защищать семью и пошел на бокс. Цели выполнить мастера спорта или достичь каких-то регалий у меня не было. В детстве мне очень часто приходилось драться, потому что я жил в провинциальном городе. Там одна валюта, это сила. Там не ценилось ни какой-то ум, ни какие-то твои другие привилегии. Сила. Если ты сильный, ты, заебись. Драки, наверное, на протяжении лет с 15 до 18 лет очень часто дрался. Каждую субботу, либо каждую пятницу. В субботу мы собирались, шли в клуб, именно, подраться. Настоящие крутые пацаны не танцуют в клубе, а дерутся. Подрались по-мужски, пожали руку, на следующий день вы уже деретесь с кем-то против кого-то. Последний раз дрался, лет в 20. То есть я выключил на улице человека и понял, нет. Стопы, это, не круто. Наверное, и занимался боксом в школьные юные годы только, чтобы круто драться на улице. Для этого больше бокс был. Потом, когда повзрослел, понял, что это спорт, это офигенные эмоции. И если добиваться каких-то результатов, намного лучше, чем кому-то надрать на улице задницу. Лучшая драка — это которой не было драки. То есть мне прям не зазорно кому-то сказать, да, ты молодец, все, извини. Человека травмировал, скажем так. Просто не было выбора, потому что их было 4, и приходилось бить так, чтобы человек просто не вставал. Я оставил свой номер, чтобы его, оказать какую-то помощь медицинскую, но потом пришли сотрудники полиции, и так у меня появилась первая судимость, тяжкие телесные, я чуть не уехал в тюрьму. Если бы отмотать время назад, я бы так не поступил, я бы лучше дал бы заднюю, скажем так, расслабил бы человека, но ушел от этого конфликта, потому что в тот момент я просто мог, как персонаж, как человек, стереться. В каком плане? Когда ты общаешься с людьми, которые преступники, скажем так, то ты думаешь как преступник, ты поневоле становишься таким. Просто здравый смысл изнутри тебя может что-то подсказать как-то, и тут уже надо принять решение, понять вообще, кто ты, в принципе. Я не говорю, что надо быть терпилой в жизни, когда тебя оскорбляют, но максимально эти ситуации обходить, потому что у каждого человека должна быть цель в жизни, когда вы идете, ставите цель определенную, на пути к этой цели есть факторы, которые могут вам помешать.
Самое элементарное – это алкоголь, наркотики, плохие компании, уличные какие-то драки. Оно того не стоит, как бы, потому что есть у вас родители, которые вас родили, которые вас ценят, и которым это очень болезненно как бы все дается. Поэтому я, кто это слушает, молодежь, я желаю не драться в принципе на улицах. И если вы деретесь, то доказывайте свою силу в ринге или в каких-то других моментах. И делайте так, чтобы вам родители не высылали там деньги там, на хлеб или на что-то еще, а просто звонили вам и говорили, что вами гордятся. Первый бой, когда я провел, маме говорил, что это было в съемке кино, не переживай, все хорошо, это просто я фильм снялся, все нормально, чтобы она не расстраивалась к этому. А вообще с детства изначально, когда занимался спортом, боксом в частности, я когда приходил, я был весь побитый, потому что я всегда хотел биться с лучшими, меня ставили там с мастерами спорта. Она раз была на соревнованиях в детстве, она поняла, что я иду до конца, мне все равно на урон, который я получаю. И она тяжело это все переносит. Я деду не говорю, что я дерусь на кулачных боях, то есть он не знает. У меня дед такой очень творческий человек, он всю жизнь проработал в ансамбле. В Сибирском народном хоре он пел, у него другое мировоззрение, он не понимает, зачем это надо, причинять насилие друг другу. И когда я занимался еще в школе боксом, он прям, очень скептически к этому относился. Сейчас он думает, я, не тренирую, он знает, что я хожу на тренировки, но он думает, я тренируюсь так для себя, чисто поддержать физическую форму. Я не говорю ему, то есть старый человек, наверное, не надо ему знать. Я не думаю, что чья-то мама, хотела бы, чтобы ее сын там дрался на голых кулаках, его там избивали, как они все себе представляют, жестко, сильно. И не запрещают, они говорят, если ты получаешь удовольствие, тебе нравится, дерись. Но не забывай, что тебе уже скоро 30-ка. Когда родители детям говорят, главное не победа, а главное участие, я вообще категорически не согласен с этим высказыванием. Для меня только победа. Я не люблю вообще проигрывать, неважно, там тренировка, это там разминка. Я всегда хочу побеждать. Я, наверное, себе изначально ставил не такую цель, я непобежденный там чемпион, которого невозможно побить, я есть такой. А я, наверное, себя позиционирую так, что я тот чувак, с которым ты выйдешь подраться в ринг, и ты охереешь с меня, с этого боя. Ты, до конца жизни, даже если ты его выиграешь, ты будешь вспоминать, как тебе было тяжело, как тебе было хуёво в этом бою. Не могу смотреть какие-нибудь бои Флойда Майвезера, где они технически правильные с точки зрения тактики, техники. К этому скатывается весь профессиональный бокс в нудную какую-то херню, где кто-то там кого-то на один удар переиграет. Если ты живешь на максимуме. Если ты дерешься с душой и до последнего. Я когда увидел, охренел тоже с этого зала, что есть ринг, столько есть народу, спарринг-партнеров, то есть не один твой одноклассник, с которым вы бесконечно на протяжении 5 лет там боксируете, деретесь. И через, наверное, 3 месяца после того, как я потренировался, уже выступил на первом открытом ринге в 20 лет. Дрался со всей душой, изо всех сил, но сняли во втором раунде там. Парнишка был такой достаточно крепкий, сильный, у него там был на тот момент, наверное, боев 150. После этого поражения меня там все похвалили, да, говорят, есть потенциал. Месяца 2, еще 3 подготовился и уехал в соседнем районе, тут тоже соревнования были, поехал на соревнования, там выиграл весь турнир, подрался, 3 боя, по-моему, было, и все выиграл досрочно, занял первое место. Финансирования не было у нас, и мы просто арендовали стройку
И с нашими друзьями совместно мы просто второй этаж, и там нет ни отопления, ни душа, там вообще, в принципе, нет никаких условий. И мы просто постелили маты и начали тренировать молодежь. Направление, которое мы тренируем, это ММА. За 2 месяца у нас молодежь, там 12-13 лет, стали чемпионами Украины, чемпионы там Европы даже есть у нас. Как спортсменам мне главное, чтобы была крыша над головой и рядом люди, которые такие же заряженные, голодные. В этом зале, вот когда нет условий, в принципе, и закаляется психика человека, его как бы желание как бы развиваться. Не ищите комфортные залы, ищите залы, в которых правильная команда, правильные люди, мотивированные, тренированные. Этого достаточно. У меня возможность, вот лично у меня сейчас есть тренироваться в лучших залах, но я вот до сих пор прихожу, когда я в Мариуполе, в зал, где нет света, нет отопления, там, когда дождь течет, на пол падает, лужи мы вытираем. Но там я вижу молодежь с горящими глазами, которые заряжены. Они мотивируются от меня, потому что я показываю какой-то результат, я для них являюсь, там, наверное, каким-то примером. А я мотивирую с них, потому что вижу их старания, они в их глазах я вижу, да, себя, грубо говоря, в детстве, как они тренируются, как они пашут. В профессиональном боксе у меня сейчас уже есть предложения, есть хорошие предложения, но я не люблю проигрывать. Амбиции мои, я смотрю на чемпионов мира, я не хочу просто бить среднячков, там, набивать себе рекорд, я хочу биться с лучшими боксерами мира. Для себя я здраво понимаю, что если брать там вес, там, даже 72, Канело, Альварес, могу ли его пройти? Нет. Зачем мне что-то делать, если я не могу победить, допустим, человека? Когда видел топ-дог, я загорелся, реально, мне было именно спортивный интерес. Мне не было ни финансовой составляющей, мне был спортивный интерес. Так как на определенном отрезке, там, 16-22 в этом промежутке. Я часто дрался, и для меня это, в принципе, не было новость. Но хотелось бы подраться с профессионалами, не просто с людьми, которые далеки, там, допустим, от спорта. Разные ситуации были. Хотелось именно подраться с человеком, с мастером спорта, допустим, который реально такой же, как и ты, сильный духом в равных условиях. Хотелось именно здесь себя проявить. Так как не было багажа за спиной, там, скажем, каких-то соревнований, не было видео, в принципе, в Ютубе, чтобы как-то привлечь там матчмейкера, топ-дога, пришлось выступить по боксу. Как это произошло, мой друг, профессиональный боксер, Артем Лим его зовут, я попросил у него сделать мне бой. И так получилось, в течение обстоятельств в Украине проходил турнир Супер 8, это лучшие боксеры Украины в категории 72,6, они разыгрывали пояс чемпиона Украины. И регламент предполагал, что надо было в один день все это сделать. То есть, если ты дошел до финала, то ты провел 3 боя в один день. Много я проводил вообще поединков в своей жизни и боев, но это был день самый сложный в моей жизни в плане эмоционального, в плане физического нагрузки, потому что люди были подготовлены, все были заряжены. И там я дошел до финала, там первый раз я одел свой шлем. Шлем одел ровно для того, чтобы просто банально привлечь внимание. И потом я отослал это видео в топ-дог, его одобрили, и я поехал на топ-дог. Бавар пока единственный боец из Украины, одержавший победу на нашем турнире. Перед боями все испытывают вот какое-то горение, нервничают. Я очень сильно прям горю, постоянно волнуюсь. Думаю, я даже не знаю почему, может у меня какой-то такой психотип. Я думал, сейчас вот подерусь на голых кулаках, после этого мне вообще, наверное, на все похер будет, ничего не страшно. Уровень адреналина, который вы испытываете, выходя там на кулаках и дерясь на кулаках, он гораздо выше, чем уровень адреналина по боксу, либо по ММА. Это я говорю на собственном опыте. Для меня как бы тут нового ничего нет, но вот эти переживания, если 10-бальную шкалу брать, то, допустим, это лично как у меня, вот бокс это там 3-4, ты просто мандраж, там, да, переживания, скажем так, перед боем. И во время боя ты уже более там спокойный стал. И в ММА такой же уровень адреналина. То в кулаках уровень адреналина очень высокий, где-то 6-7, он зашкаливает. И тут уже, когда такой уровень адреналина, ты либо перегоришь в плане эмоционально, ты сдашь свои кондиции, либо ты будешь работать на пределе своих возможностей, ты соберешься, как бы здесь в этих моментах уже играет дух. Вы часто видели, когда международники проигрывают уличным парням, скажем так, которые перворазрядники, в топ-доге такие примеры есть, голые кулаки, тут первое это твой дух, насколько ты готов до конца дойти, выйти на голые кулаки, немногие боксеры выйдут на кулаках. И это вообще другой вид спорта. Кулаки это с детства, то есть у меня в крови, можно сказать так. То есть постоянно рос в таких условиях, где приходилось вечно драться. Причем я всегда честно дрался, то есть в стойке, на кулаках. Вот. То есть я был прям вот с детства готовился к таким боям. Когда я
по боксу готовился, я именно в таком режиме сильнейшем был в плане тренировок, дисциплины, то по кулакам я думал, так, выйду, так чисто чуть-чуть буду тренироваться, просто чтобы дышать и все. Но когда ты проводишь бой, тебе пишет много людей, что мы бросили курить, бросили пить, много земляков тебя поддерживают, не только с Украины. Люди тебя, в принципе, мотивируют и вдохновляют. И у тебя уже поневоле ты не тренируешься так на пол ноги. Ты уже начинаешь пахать, потому что много людей за тебя переживает. Хочется выигрывать дальше и побеждать, чтобы радовать людей. Все мои вот эти предыдущие косяки, что я там вытворял, исполнял, наверное, Топ-Дог перекрыл. Любят, болеют за меня, очень, поддерживают. На самом деле, мне вот родство, землячество очень сильно импонирует, когда вот там после боя, там мне просто все пишут люди, которые меня там знали, взрослые мужики, вот мы там всем гаражом сидели, твой бой смотрели, болели за тебя. Это круто подогревает. Но это очень такой опасный бой для нас обоих, то есть два рубаки. Меня как тренера настраивают, то есть поработать с ним технично, обыграть его. Но я знаю, то есть это будет до первого пропущенного удара, и там пойдет мясорубка. Цель сейчас одна – пройти претендентский бой достаточно ярко, уверенно, выиграть своего оппонента и выйти уже вот на настоящий чемпионский бой. Мои вот такие предположения, то что это будет Мустафа, все-таки он заберет перстень у Мельника, и полноценной осенью закатить просто, наверное, невероятный бой за чемпионский перстень, который не видели вообще нигде еще в кулачных боях. Просто 5 раундов лютого ада. Я голодный, я голоден. Я не гонюсь за деньгами, я не называю цифры по гонорарам. Я вообще не спорю, меня как бы все устраивает в Топ-Доге. Я помню первый бой, как они пошли навстречу, я благодарен этой организации. Если я стану чемпионом Топ-Дога, я посмотрю на свое внутреннее состояние, буду ли я голоден к спорту, опять к этому. Я буду в своей лучшей форме, наверное, за все время. Поэтому следите, как будет. Все как и раньше, все как и прежде. Я иду до конца. Приложу все усилия, но победа от Бога. Поэтому посмотрим. 25 июня будет жесткий турнир, где будет самый главный бой. Это, наверное, я считаю, это мой бой. Это будет Топ-Дог 9.
Я родом из Торопца. Город основан в 1074 году. Здесь живу я уже почти свои 30 лет. После армии уезжал в Питер, там жил 5 лет, потом вернулся. Вернулся, потому что здесь спокойно, тихо, никаких пробок, ни суеты никакой нету. Все меня тут знают. Летом вообще здесь красота. Сел на мотоцикл, доехал до озера, до речки, искупался. Сходил в зал, все доступно, 2 минуты на озере, 2 минуты в зале, 2 минуты в магазине. У нас все, здесь катались на мотоциклах. У всех были минские восходы, ижи. Все, у них машин почти не было, все на мотоциклах ездили. Я уже с детства подходил к мотоциклам с такими глазами и рассматривал. Я заработал бабушкой на сене на мопед «Газик». Это мне было 11 лет. Потом я в 14 лет купил себе «Восход», «Ковровец» еще назывался. Это мой самый любимый мотоцикл был, который мне даже по ночам снился пацан, когда отобрали. Его у меня товарищи милиционеры отобрали. Не знаю, сколько мне было лет, 16, наверное. Кто-то, наверное, сдал меня и целенаправленно, наверное, ехали за мной. Поджали меня чуть-чуть, палкой перед шлемом помахали и отобрали. Единоборствами я практически не занимался, потому что у нас город маленький, нет никаких секций. Вот, все приходилось на улице драться, в школе драться. В армии тоже там были моменты, когда в зал ходили, дрались, с разведротой дрался. Вот все из-за столовых, это лез не в очередь. В армию я попал сначала в учебку под Москву, потом попал в Иваново, воздушно-десантные войска, 98-я дивизия. 8 прыжков у меня. Первый вообще как-то все смазано, ничего я не понял. Выпрыгнул, как будто как во сне было. Второй вообще страшный прыжок был. Прыгали сначала Сан-2, 3 прыжка было. И вот Сан-2 я стоял первый, и я пока смотрел вниз, у меня реально даже ноги приклеились, к самолету. На гитаре я быстро научился играть, но плохо. А бить людей, мне кажется, зависит от уровня сложности. Если соперник чуть посложнее, можно и изощриться, показать какое-то тяжелое мастерство. А на гитаре оно 3 аккорда взял и пошел. Но учиться можно всю жизнь. Такие вот мотивчики. Сейчас, отдых, минута. Так, отлично, пожестче. Заниматься я начал случайно. Вот как-то я делал жим, надорвал связки плеча. Вот, и качалку я забросил, начал ходить тут наверх в зале, бить грушу. Смотрел стрелку, смотрел на регбиста, на сушиста, на ушумастера. И думал, надо съездить на стрелку. Любительская карьера у меня только началась со стрелки. До этого только на улице были бои, и все. На улице нет у меня поражений, рекорда я сам не помню. Вот. Всегда выигрывал. Позвонили, было утро, и мне говорят 81 килограмм, а я вешу 87. Я думаю, 6 килограмм гонять.
В итоге решил не гонять, и вечером мне этим же звонят, говорят, в своем весе будешь? Подумал секунд 5, да. Ну и как бы такой небольшой мандражик, я помню, у меня был такой, слов не мог найти, потом говорю, да, такой небольшой мандражик, и все. Я помню, я на следующий день счастливый ехал сниматься, вот так же вот в интервью свое перед боем, а потом я сразу же подрался, не говорил громких слов, и уже потом я посмотрел остальные бои, приехал домой, посмотрел, в чем я все-таки поучаствовал, и на следующий день мое мнение уже, конечно, поменялось. Потому что сначала я погорячился, я не понял, я не знал, ну плюс, когда я сразу поломал руки, я вот так вот стою, мне дали микрофон, у меня все болит, и единственное, что я хотел сказать, все, ребят, до свидания. Доживаю до конца карантина и все, но потом я посмотрел бои и уснуть не мог всю ночь. Это Денис Дула по прозвищу Ураган. С Валерой замутили сумасшедшую рубку, такой он дал отпор мне хороший, неплохой. Сломал мне черепные лицевые кости, нормальный ущерб мне нанес. Топ-дог сначала я не знал, куда подавать заявку. Я видел, что будут кулачные бои. Регбист там говорил на бите за хайп или где, как вышел на ютубе Топ-дог. Потом я им написал, приняли заявку. Свели нас с Рустамом Астероидом. Руки! Сначала эмоции такие были, здоровый такой парень выходит. Смотрел на стрелки его, нормально он там всех лупил. Потом, как его отправил в нокдаун, расслабился немного. Когда отправил второй раз нокдаун, вообще подрасслабился. Прошел первый бой, потом предложили Дауда. Дауда, наверное, тоже все знаете. Сейчас он претендент на чемпионство в хардкоре. С ним дрались все 3 раунда, бой близкий был. Но я думаю, если был бы 4-й раунд, может быть, исход другой был. Так я проиграл. Это единственное мое поражение было. И то, я не считаю это поражением. Я хотел драться дальше. 3-й бой у меня был с Шахбулатом. Шахбулат тогда много очень говорил и чуть-чуть разозлил меня. И я показал. Ни на что способен, конечно, но так. 4-й бой у меня был с Джангиром. Макс Федоров по прозвищу ВДВ. 5-й бой у меня должен быть с Ураганом, но так как он во 2-й раз заболел, главное, чтобы 3-й раз не заболел, пришлось принять другой бой. Его тоже принял за 4 дня. Поставили казаха, я, конечно, не отказался, но как-то отнесся к этому так себе, согнал вес неправильно. Просто не ел, голодовка, и заморил себя. 2 суток не спал, еще и приболел. В бою все равно все видел, все удары видел, один пропустил случайный. А так ничего сложного не было в этом бою. Я приехал, у меня ни синячка даже не было. Максим ВДВ, тот самый десантник со стрелки. Кем бы он ни был бы, я бы в любом случае выходил бы в полную боеготовность. Вообще неважно, кем бы я его читал.
Считаю ли я его колхозником в плане каких-то боевых искусств? Ну да. Ну я, честно говоря, и сам-то, ну, конечно, я намного техничнее, но сравнивая меня с какими-то там другими профбоксерами, я сам колхозник. Мы занимаемся всем другим видом спорта, поэтому если я как-то буду недооценивать или как-то не уважать Макса ВДВ в ринге, то он заставит меня там себя уважать. Бьет он действительно сильно, бьет он точно, он чувствует, знает, когда бить. Самое главное, что это с виду он такой быдловатый, деревенщина, а так-то в бою он думает, видит, знает, куда бьет. Поэтому он опасный парень и никаких недооценок. Тренировочный процесс, конечно, изменился полностью, готовлюсь под конкретного человека. Усерднее стал тренироваться, 2 тренировки в день. Работаю над защитой, действительно исправляюсь, работаю над ошибками, но голова у меня тоже крепкая. С другом тут с Игорем занимаемся, еще один друг Ванька мне лапы подержит, а так больше ничего тут и нету. В промоушен я прихожу за чемпионством, я как бы не прихожу там посвятиться раз там и все. Я прихожу и ставлю цель стать чемпионом. Для чего еще там драться тогда? Хайп, он придет, я думаю, там популярность. Главное стать чемпионом и записать в историю свое имя, фамилию. Я вот в прошлый раз там с одним настроением вышел драться, вылез уже с другим, и с другими травмами, с другими последствиями, уже совсем другим лицом и с другой геометрией лица. Поэтому тяжело что-то предсказывать. Конечно, хотелось бы продолжать еще долго, много лет. Говорили то, что мы занимаемся какими-то фрик-боями. Да, я считаю, что мы делаем то же самое, что делал Александр Шлеменко 20 лет назад, когда он участвовал в таких же фрик-боях, которые потом стали называться ММА. Вот и мы сейчас на рассвете другого спорта, а нас такие вот люди называют легенды фриками почему-то. Поэтому я бы хотел хотя бы пригласить его на наш турнир, посмотреть, чтобы он изменил свое мнение. И Максиму ВДВ сказать тоже привет. Приходи 25-го, мы тебя очень ждем. И я отправлю его назад в комментатора, у него это хорошо получается. Тяжело говорить о каких-то мечтах, кроме 25 июня. Пока что нужно, чтобы свершилась одна. Будет просто огненный карт. Увидите много нокаутов во втором раунде. Денис, ты уснешь. Да, через годик на яхте будем плавать. В Торопце, бля. Это нокдаун был.
Мне сказали: дружок, ты слишком много дерешься, и у тебя слабое здоровье, давай лучше ты будешь заниматься плаванием. И после этого я занимался примерно 8 лет плаванием. Кроме плавания у меня в принципе ничего не было. Мы тренировались в обычный режим, это 11 тренировок в неделю. Когда мы готовились к турнирам, у нас было уже по 3 тренировки в неделю. Отец приходил на соревнования, то есть я понимал, сейчас я проплыву, а если я еще проплыву плохо, то я получу еще, пока мы идем домой, кучу нотаций. Я с города Ростова-на-Дону, по национальности я азербайджанец. Приехал сюда, когда мне было 2 годика, с города Баку. Мама Мурат называла, и из-за этой на улице мне, когда я ходил гулять, Мурат всем представлялся вот так. И детство друзья так и назвали меня Мурат. А уже вырос, там начал, объяснили мне все, что да как. Оказывается, я Мустафа. Первый раз непривычно, даже было в нос пропускаешь, все, слезы льются с глаз. Это мне 13-12 лет, даже меньше, наверное. Просто даже не от того, что слеза идет, плакать хочется, а просто в глаз попадали, непривычно было. И вначале почему-то и ноги мне нравились, потом вот это все соединить мне нравилось. Как раз все так, как шло, а потом вот бах, в боксе оказался. Как раз то, что мое. Я вообще, в принципе, не планировал идти на самбо. Я уже еще раз попытал свое счастье попроситься на секцию бокса, но мне сказали: дружок, давай что-то помягче. И отправили меня на секцию самбо. Когда я пришел и стал бороться со своими ровесниками, которые уже занимаются там по несколько лет, имеют какую-то технику, я просто физически их был сильнее намного. Там, конечно, тренировки уже шли совершенно по другому режиму. Мы занимались 4 раза в неделю, то есть нагрузки были меньше, и постепенно мои физические кондиции сравнялись с теми парнями, которых я изначально мог просто физически поломать. Мои отношения с отцом были не совсем правильными. Я испытывал очень сильные негативные эмоции. Ему хотелось, чтобы я всегда выигрывал, и для него было тяжело принять мои поражения. То есть он не мог даже поверить в то, что я могу проиграть. Ребенку не стоит так сильно навязывать то, что ты не смог, допустим, в себе реализовать. Надо более мягко подходить к детям. Сейчас я являюсь отцом 2 детей, и, если честно, я бы тоже не сказал то, что я примерный отец, потому что иногда я могу сорваться, и я понимаю то, что это, скорее всего, какие-то оттенки моего прошлого. С детства отец мне рассказал, что он занимался боксом до тех пор, пока он последний свой бой не проиграл, и отец сказал: все, завязывай. Из-за этого мой отец хотел, чтобы я продолжил это дело, и вот поэтому я начал боксом заниматься. И мне самому хотелось боксом заниматься. Я хотел дойти до Олимпиады, это была мечта моя. Дверь дома со всей силы толкнул, в двери в рамке хрустальное стекло было. Я провалился в это, окно, и она порезала мне руку, артерию, нервы. Никого не было дома, я сам за руль сел, доезжаю до больницы, истекаю, мне там даже охранник говорит: вам не по этой части. Я говорю: да как это так, я больше никуда не доеду. И вот он говорит: ладно, беги сюда. Я бегу за ним, бах, смотрю, мне что-то темнеет, у меня уже сил нет. Я, падаю затылком назад, и думаю, что я во сне, это сон, вот так вот сюда, и радуюсь, что это сон. И потом, бегу, думаю, на руку смотрю и понимаю, что это не сон. Там иду ложить, вот так вот, меня перевязывают, жду других врачей из БСМП. И вот так везут, меня операцию делают. Через месяца 3-4, слава богу, быстро восстановился. Повезло, что вообще собрали ее, она вообще отвалилась, как будто не моя, вот так загнулась. И мне фартануло, что она еще осталась при мне, эта рука. В боксе я попал, когда начал учиться в колледже. Я не получил того, что я ожидал, то есть это
было какое-то, некое разочарование. То есть я не понял суть бокса. Я ходил, занимался, но тренер не давал должного внимания и не объяснил мне всю суть техники. Спустя какое-то время моя жена начала работать администратором в спортивном клубе. И мы с отцом пришли туда поиграть в теннис. Я увидел, как мой будущий тренер тренировал парня и довольно-таки ему все доступно объяснял. То есть все разжевывал ему, и мне это понравилось. Я потом попросил жену, чтобы она узнала, сколько стоят тренировки, чтобы связаться с ним как-то. И после этого мы с ним встретились, я у него позанимался. И, соответственно, мне понравилось, я стал дальше продолжать заниматься и уже попробовал себя именно на ринге. То есть я выступил, первый бой провел именно я с ним на любительском ринге. Мне нравилось то, что все, что я выполняю в отработках, у меня проходит на спаррингах в других клубах. То есть вот это мне понравилось. Именно то, что мы занимаемся тем, то, что работает. Техника наша была рабочая, и я ее очень сильно использовал. В тех же самых клубах, в которых я начинал, я приходил и уже выигрывал тех парней, которые занимаются довольно много уже, более 10 лет. Я не жалею то, что поздно пришел именно в бокс. Я пришел в более зрелом возрасте, я понимал, куда я иду и что меня ждет. Возможно, в детстве я бы посетил несколько тренировок, и они бы не дали того удовольствия, которое сейчас я получаю от боев. Много боев было, не знаю, посчитать даже не смогу. Около 400-350, вот так. На Кубке мира я выступал, я помню, не в своем весе 67 выступил. В равном бою казаху там отдали, это Кубок мира. Потом на 81 нужен был соперник на гала-финал. А это 67 весил, а он с Южной Америки или откуда-то 81 килограмм весил. И против него я дрался, там в Ютубе есть это видео тоже. И выиграл гала-финал Кубка мира южноамериканца 81 килограмм тогда. Смотрел на тех парней, которые выступают, и я понимал то, что у меня есть шансы выиграть каждого в своей весовой. Мою заявку приняли, потому что мои бои, я думаю, не оставят равнодушным никого. Там было много нокаутов, и, естественно, я прошел отбор. Тима, вот это мой друг, который служил со мной в части, там мы с ними познакомились. И у меня за день до турнира-то пишет: Мустафа, тут на замену надо выйти, не кай выскочить. Я говорю, когда? Он говорит, завтра. Я говорю, да ладно. Это вечером, вот мы с ним переписываемся. И ночью вот так мы собрались с друзьями и поехали. Доехали днем туда, я даже не спал в дороге, нормально что-то уснуть не мог. Думал о бое, как все это произойдет, в первый раз кулачка, что как делать. К кулакам сложно подготовиться, потому что в перчатках ты спаррингуешься так и позволяешь себе больше, и соперник себе позволяет больше, а именно кулачный бой, он не сравним ни с чем. Уровень опасности другой, и люди себя ведут совершенно по-другому, не так, как в ринге с перчатками. И ты себя ведешь по-другому. Для меня почему-то это кажется более простым. Я не чувствую преграду в виде перчаток, я понимаю то, что сейчас я могу одним ударом решить судьбу человека. Не как в боксе, по-другому, потому что тут могут просто даже не сильно попасть, но кость рассечет тебя. Это около бокса. Бой может остановиться из-за того, что чисто рассечение. Тут надо больше думать головой, как шашки, ход сделать, какой ход ты следующий больше сделаешь. Просто уронов побольше из-за того, что голые кулаки, сечки. Даже в боксе могут сильнее уронить, потому что удар идет глухой, а тут чисто кость в одна точка режется. Первый бой хотел просто попробовать, как это. Я смотрел в ютубе бои эти, потом бах, попробовал, подрался. Думаю, прикольная тема, может еще раз. Потом бах, еще один бой выиграл, потом смотрел уже близок к песне, а что мне остаться, думаю. Но я считаю, то, что если ты высокий или маленький, это не имеет значения. Но если я уже подошел, то ему уже плохо. Мне кажется, если даже соперник не показывает то, что корпус не пробил, в корпус по-любому надо бить, так как накапливается, ты сбиваешь ему дыхание.
После первого турнира я еще неделю думал, стоит ли не стоит продолжать, но после того, как мои эмоции угасли, все-таки мне захотелось еще раз выступить. И после каждого турнира у меня возникает желание выступать, продолжать дальше. Это затягивает. Я знаю то, что есть ребята, которые после первого своего боя думали больше не продолжать, но их все равно тянет выступать именно туда, в кулачные бои. Родители, когда увидели этот бой, они все-таки поняли то, что там не было перчаток, но они сделали вид, то, что какие-то перчатки вроде маленькие, почему они такие и почему типа ты в джинсах. Сейчас отец, конечно же, смотрит все мои бои, и у него всегда есть совет, как надо сделать лучше. В принципе, ему нравится то, что я выступаю. Мать против вообще моих соревнований, вообще в принципе, чтобы я больше не выступал. Но отцу нравится, он смотрит. Мое чувство во время подготовки, то, что либо сейчас я умру на тренировке, либо я выйду и просто-напросто снесу голову сопернику. То, что ты работаешь на тренировке, то, что ты выполняешь много раз, отрабатываешь в парах, в спаррингах, то и у тебя выходит на соревнованиях. И, соответственно, все наши наработки, то, что у меня проходит в боях, нокауты, это наши наработки, то есть это не случайные нокауты. И я, когда это делаю, то я понимаю, для чего это делаю и почему люди падают. А насчет физической силы, я думаю, это природное качество, то есть то, что тебе подарили родители. Генетически предрасположен человек, чтобы ронять людей. Просто мне повезло, то, что есть такая возможность. Сильно ударить, и человек упадет. Конечно, я думаю, для каждого бойца это титул, это много чего значит, это не просто что так выйти. В одном из лучших промоушенов в России кулачных боев, топ-дог, я считаю, самые опасные бойцы в топ-доге. И, конечно, это много значит для меня, да, я думаю, для всех. Когда кулачные бои пришли в мою жизнь, я стал больше отдаваться именно спорту. Я почувствовал то, что у меня появился какой-то шанс показать себя, возможно, стать чемпионом, и мои тренировки стали намного жестче. Я смотрел все его бои, но только в записи, вживую не видел, к сожалению, этих боев. И, в принципе, он неплохо дерется, с сильных сторон не видел, пока что. У него очень хорошая защита была. Будет тактика, вот техника. Бой будет жесткое мясо. Мертвая вода прольет дождь.